Всем привет, друзья! Из секретной лаборатории изучения пива. Вы на канале С миру по пиву. И сегодня у нас будет обзор бельгийского эля Гримберген. Гримберген Бланш, Гримберген Дабл Амбре и Гримберген Блонд. Поехали! За этим пивом мы наблюдаем довольно давно, оно периодически появляется в различных сетевых магазинчиках системы Магнит, но стоило оно всегда дороже 100 рублей за 0,33. Однако вот сейчас в гипермаркете Лента нам удалось его купить за 69 рублей 89 копеек, то есть практически даром. И Ипполит Матвеевич, жадный пенсионер, который мне всегда составляет компанию, а мое альтер-эго, он категорически был за покупку этого пива. Говорит, давай берем, а то вдруг подорожает. А я представлю вам наших сегодняшних гостей. Эль Гримберген Бланш, 6% алкоголя, плотность неизвестна, не указана. Гримберген Дабл Амбре, 6,5% алкоголя. И Гримберген Блонд, 6,7% алкоголя. Это все у нас, как вы уже смогли догадаться, крепкий эль. Собственно, давайте я, перед тем, как мы начнем его дегустировать, я по традиции расскажу историю, что такое вообще, в принципе, Гримберген. Я думаю, далеко не каждый знает об этом. Итак, Гримберген – город в бельгийской провинции Фламандский Брабант на пересечении реки Сенны с каналом, соединяющим близлежащий Брюссель с рекой Шельдой. Население 34 тысячи жителей. Данные на 2006 год указаны. Так, я думаю, о самом городе нам слушать неинтересно, намного интереснее будет узнать про пивоварню. Пивоварня в Гримбергене изначально начала функционировать вскоре после постройки монастыря. С историей аббатства связаны герб и девиз пива Гримберген. На гербе изображена восстающая из пламени птица Феникс, а девиз гласит «Ардет нек консумитур» – «Горя, но не сгорая». Изображение Феникса на гербе аббатства возводят к 16 веку. Позднее был разработан ритуал подачи пива Гримберген на горящем подносе. Производитель рекомендует поджечь поднос, поставить на него фирменный бокал с пивом Гримберген и подать его в таком виде. Внезапно, друзья, я так думаю, что сегодня мы подносы поджигать не будем, а то мало ли чего. Другой секретной лаборатории ведь у меня нет. В общем, на всем этом же образе строится и манифест пива Гримберген, начинающийся с словами «Птица Феникс стала символом цивилизации на протяжении столетий». Персы, греки и римляне считали ее символом возрождения и спокойствия. На протяжении веков ее мистические силы вдохновляли людей, жаждавших свободы и желавших измениться. До 1978 года пиво производилось на заводе Варлоус, до 2007 года на Brasserie Union, затем на Alken Maes в Бельгии. В 2008 году права на бренд Гримберген перешли пивоваренной компании Carlsberg. Официальным эксклюзивным импортером пива Гримберген в Россию с 2013 года является пивоваренная компания Балтика, которая точно так же входит в данную Carlsberg Group. Всего же оно поставляется более чем в 30 стран мира. Ну что, я предлагаю начать дегустацию. Вперед! Итак, пиво Гримберген Бланш. Обратите внимание, вот птица Феникс нарисована на каждой этикетке этого пива. Так, мы его сейчас нальем в наш фирменный бокал Гримберген. Дадим ему, конечно же, постоять, подышать, заиграть красками и раскрыться. Итак, что известно у нас про это пиво? Напиток, изготовленный на основе пива. Пивной напиток. Ха-ха-ха, сейчас многие закричат, так это же не пиво. Нет, друзья, пивной напиток — это
Только в России существует такое понятие, как пивной напиток. На самом деле это самое настоящее пиво, которое пьют по всему миру, и оно называется пивом, но тем не менее у нас в России именуется пивным напитком. В составе вода, солод ячменный, глюкозный сироп, солод пшеничный, натуральный ароматизатор, карамелизированный сахар. Итак, пробуем Гринберген Бланш. Вот, обратите внимание, такой у него интересный цвет, светло-желтый. В аромате пахнет, друзья, специями. Вот какими-то специями, может быть, немножечко пряными такими. Аромат цитрусовых, гвоздика и кориандр здесь. То есть обычные такие, привычные для бланша гости. Ну и, может быть, немножечко цветов и чего-то сладенького такого. Итак, пробуем вкус. Небольшая горчинка. Вкус такой терпковатый, я бы сказал. Цитрусы, конечно же, здесь. Кориандр чувствуется. Даже гвоздика. Это, несомненно, бланш. И еще чем-то напоминает нотки какого-то английского чая с бергамотом, который... Но в целом вкус очень приятный. Очень хороший бланш. Такой действительно бланш. Оценка 5. Итак, следующее пиво у нас Гринберген Double Ambre. Двойное янтарное, или может быть двойное золотое. Открываем. Значит, в нем у нас 6,5% алкоголя. Вот такой вот у него, обратите внимание, друзья, темный такой, полутемный цвет. Темно-красный, может быть. Такая небольшая пенка. Дадим ему постоять немножечко, подышать, раскрыться, конечно же, чтобы оно заиграло красками на полную катушку. Итак, пробуем Гринберген Double Ambre. Вот обратите внимание, какой у него интересный, красивый цвет. Такой коньячный, может быть, даже в какой-то степени. Итак, в аромате у нас пахнет сладко, сладостью, карамельной сладостью. Улавливаются ноты сухофруктов, изюмчика какого-то. Может быть, чернослива. Пробуем вкус. Первое, о чем хочется сказать, это, конечно же, сладость. Карамельная, мощная сладость. Я такое сладкое пиво не люблю, но, в принципе, для стиля это вполне нормально. Здесь во вкусе, помимо вышеупомянутой карамельки, чувствуются еще фрукты. Фрукты, сухофрукты. Горечи хмелевой не замечено. Сладковатое пиво на любителя. 4 с плюсом я ему ставлю. Ну и последнее пиво, которое мы сегодня попробуем, называется Гринберген Blonde. Оно самое крепкое из тех пив, которые удалось взять из линейки Гринберген, продающихся в России. 6,7 в нем градусов. Сейчас мы его нальем. Дадим ему постоять, как всегда. Раскрыться, конечно же. Вот обратите внимание. Вот такой у него цвет. Приятный, красивый такой. Знаете, золотисто-желтый такой, может быть, медовый цвет. Небольшая такая пенка. Ну что, дадим постоять ему немножко. Итак, пробуем Гринберген Blonde. Вот такой цвет желто-соломенный, медовый. Я вам уже его показывал. Итак, в аромате у нас... Ну вот первое, что бросается в глаза, что называется, от этого аромата, это, конечно же, пряности и специи. То есть такой характерный аромат бельгийского пива и чуть-чуть сухофруктов.
Что, попробуем? Пробуем, друзья. Вкус сладковатый. Интересный такой вкус. Фруктовый. Конечно же, пряные нотки. Может быть, каких-то специй, тех же самых. Чуть-чуть гвоздички. В послевкусии немножко ананаса какого-то есть. Пиво плотное. То есть много такого не выпить. И как над любым пивом, вот бельгийским, можно долго сидеть и гадать над его вкусоароматикой. И вот как-то я так думаю, что оно больше к зиме бы подошло. То есть холодным зимним вечером где-то его крыть и наслаждаться его вкусоароматикой. Интересное, хорошее пиво. Я ему поставлю оценку 5. Друзья, сегодня у нас был обзор пива Гримберген. Мы познакомились с историей пива, с историей этого города и аббатства. Пиво действительно соответствует своим заявленным стилям. Бланш, дабл, амбре и блонд. Пиво вкусное, пиво варится это в Бельгии. Если вам кто-то скажет, что варят его в России, не верьте этому человеку. Что хочу сказать, за 69 рублей определенно стоит его попробовать. Если вы любите бельгийское пиво, вы, я так думаю, уже его попробовали, конечно же. Если кто-то хочет только начать знакомство с бельгийским пивом, я настоятельно тоже рекомендую его взять, попробовать, потому что цена в ленте достаточно приятная. Спасибо за это компании Балтика. Балтику у нас принято ругать, говорить, что варит она шляпу. Ну, я в какой-то степени, возможно, с этими людьми соглашусь. Однако вот Балтика 6 и Балтика 8, на мой субъективный взгляд, это два вполне себе отличных пив, которые соответствуют своему заявленному стилю. То есть Балтика Портер и Балтика Пшеничная. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, это все важно. До новых пив! Пока! У-ху! Вот и все. Это было вчера.